Добро пожаловать на канал. Это такая не очень сложная, но, по-моему, довольно интересная задача. В окружности вписаны три одинаковые окружности, касающиеся друг друга, и внешние окружности. Требуется выразить площадь области, заключенной между вписанными окружностями, через радиус внешней окружности R большое. Предлагаю подумать над задачей. Итак, радиус внешней окружности R большое мы считаем известным. X большое площадь зеленой области, которая пока неизвестна, но мы обязательно найдем. R малое радиус каждой из вписанных окружностей. Точка О – центр внешней окружности, а центр вписанных окружностей обозначим буквами А, Б и С, как показано на чертеже. Точку касания нижних вписанных окружностей обозначим через H. А что, очень хорошая буква. Общее касательное, проведенное через H, перпендикулярно радиусам AH и CH. Угол AHC равен 180 градусам, поэтому точки AH и C лежат на одной прямой. Длина отрезка AC равна 2 r-мал, и аналогично такие же длины имеют отрезки AB и BC. Треугольник ABC равносторонний. При этом искомой площади зеленой фигуры есть разность между площадью треугольника ABC и площадью трех секторов, у каждого из которых радиус r малое и центральный угол 60 градусов, что составляет 1/6 полного угла в 360 градусов. Поэтому площадь каждого сектора πr малое в квадрате, деленное на 6. А для нахождения площади треугольника ABC проводим медиану BH, которая является также высотой, и находим ее длину из прямоугольного треугольника ABH. А площадь треугольника — это, конечно, произведение основания AC на высоту BH. Подставляем полученные площади выражений для x и выразили x через r малое. Осталось выразить r малое через r большое. Пусть P – точка касания левой вписанной и внешней окружностей. Общее касательное через P перпендикулярно радиусам AP и OP, так что точки O, A и P лежат на одной прямой. В таком случае длина отрезка OP есть сумма длин отрезка OA и AP. При этом длина отрезка OP есть радиус внешней окружности R большое, а длина отрезка AP есть радиус вписанной окружности R малое. И если радиус синей окружности уменьшить на R малое, она станет окружностью, описанной около треугольника ABC. Таким образом, точка О – это не только центр внешней окружности, но и центр правильного треугольника ABC, и, следовательно, лежит на BH. Отрезки ОА и ОБ равны как радиус описанной окружности, а так как О есть также точка пересечения медиан, длина ОБ есть 2/3 BH, выражение для которой у нас есть. Находим ОА и поставляем его в равенство для ОП наряду с выражениями для ОП и АП. Приводим к общему знаменателю, выражаем R малое через R большое, упрощаем. Подставляем выражение для x. Вот сводя в квадрат получаем не совсем красивое выражение, но это ответ. И это все.